Всем привет! У нас идет третий сезон, последняя третья неделя континентальных испытаний. Босс Альфанарси. В прошлом видео мы били его командой Ледяного Взрыва, но Ледяной Взрыв у нас пойдет, скорее всего, на Эталею, для тех, у кого нет флоры прокачанной. Вот. А самого Альфанарсия мы будем бить уже через неустрашимость. Кто-то бьет ими Менду, но Менду я, допустим, бью сбором. Поэтому неустрахи у меня идут сюда. Также мы освободили Зефи из пачки призыва. Как мы это сделали, можете наблюдать в моих прошлых видео. И получается, в данном ролике будет рассмотрено 3 разные команды. Это использование Зефи, потом будет уже в 2 саппорта для тех, кому так будет тяжело бить. И третья команда уже без Зефи, там будет у нас Торин. Рассмотрим первую команду, она у нас наносит больше всего урона. Собрать ее очень тяжело. Ключевые моменты это у нас Зефи будет раздавать сопротивление, его нужно как можно больше. Талант берем на раздачу сапры, вот этот. И также ей нужно будет максимально, сколько возможно, выжить точности. При том, что мы набираем жесткий кап по сопротивлению, много точности прям собрать не получается. У меня получилось 245. Зачем нам точность? Потому что вот эти усиления, которые кидает Альфанарси, усиление защиты, мы будем кое-как стараться очистить боевым через Зефи. Не так уж, конечно, все гладко, как хотелось бы, но тем не менее она все равно это делает. Далее у меня идет Настенка. Она у меня с секс-артом, без пробуд. Перчатка, к сожалению, на атаку, просто потому что на крит урона у меня нету. Поэтому не обращайте внимания, что шмот у меня такой говнистый на самом деле. Таланты я беру вот эти. Так у меня выходит больше урона. Также всем нашим ДДшникам ставим руну на сопротивление. Настя у меня под самый-самый-самый конец боя, что уже и не критично, в принципе, там буквально 3 секунды остается, она у меня падает. Поэтому, сколько бы я не пытался статы повышать защитные, все равно она у меня почему-то умирает, причем во всех 3 пачках в одно и то же время. Далее, Гуинавивр, тоже даем ей рунку на сапру, и таланты мы берем вот эти. Почему я не беру ее эксклюзивный талант? Потому что, блин, ну, в затяжном бою вот эти 2 таланта все-таки лучше. По урону уже сравнивал, да, какой-то у меня намного больше урона. Отхиливаться она будет уже с помощью этого таланта. Можете поменять, конечно, попробовать талант на урон взять и поставить перчатку на отхил. Просто у меня нет нормальных перчаток на отхил. Так что пробуйте туда-сюда ворочать. Может быть, у вас так будет даже лучше, если поменять. У меня, допустим, хуже, потому что дефицит шмоток. Судха. Судхи я не давал сопротивления, пусть там ловит свои штрафы. Ей я дал точность, ну и собрал так, чтобы она более-менее жила. Она у нас типа танка получается. Вот тут ей защиты даже пришлось дать. Все, ну и шанс крита, соответственно. Таланты использую вот эти. Чисто она у меня на разгон. И Таривол. Тариволу также дал сопротивление и вот этот сет. Также перчатка на отхил и вот эти таланты. Ему также поставил рога, потому что их надо на кого-то поставить. Они очень хорошо бустят урон, плюс вот этот отхил, которого нам так не хватает, учитывая, что мы хилимся за счет своих же автоатак. Тайминги я использую вот такие. Очень важно тайминги такие соблюдать. Именно в такой ротации более-менее что-то получается нанести. Конечно, с пробудами у кого, ну, понятное дело, урона будет больше, чем у меня, намного. Но я не особо упарываюсь в неустрашимых, и они у меня такие слабенькие. Но, тем не менее, считаю, что урон для такого жесткого босса и за неимением пробуд и всяких там артефактов эксклюзивных на той же Гуинавивр, думаю, урон, в принципе, нормальный. Также очень важно это расстановка. Именно должна быть такой, потому что у нас бой, когда начинается, получается, Гуинавивр у нас самая ватненькая. Он ее, конечно, будет бить, но не сильно. Вот эта парочка более-менее таких жиробасеньких, ну, не сильно, но пожирнее, чем она. Но, тем не менее, она должна стоять вот так вот отдельно. Так получается сделать только при вот такой расстановке. Следующая команда для тех, кому не подошла первая по каким-либо причинам. Может быть, у вас там не получается Зефи собрать так, как надо, либо вообще не получается жить, либо еще что-нибудь. Вот здесь мы используем уже Тамар. Тут, в принципе, мы компенсируем тем, что на Зефи мы точность больше не собираем. Мы собираем ей максимально сопротивление, прям по максимуму. Соответственно, она будет чуть больше раздавать, и нам, соответственно, чуть меньше нужно будет уже у наших ДДшников. Также
Расстановка обязательно вот такая. Шмотки на самих ДДшниках не менялись. Все, что поменялось, это вот наличие Тамары. И вот этот сет я ей дал. Можно сказать, Старивола перекинул. Единственное, что Тамаре я также дал сопротивление и точность, чтобы ей ни в коем случае не резали ульту. И чтобы она также накидывала своим боевым штраф атаки и кидала запрет усилений. За счет этого у нас получается, он не кидает на себя усиление защиты вообще. Если Зефи там кое-как чистила, но и то не всегда, то здесь у нас будет стабильно то, что на нем этот баф висеть не будет. Ну и плюс штраф атаки, что поможет нам более-менее нормально выживать. Но Настенка все равно отваливается в самый последний момент. И также штраф атаки это все-таки рандом, потому что он с боевого, поэтому все как-то все равно тяжело. Тут тайминги я использую вот такие. Так, вот так лучше. Забыл поправить. Вот. Также вот получается у нас на 23.5 стартует Тамара. Ей ульту резать не должны. Если порезали, то все, это получается реролл. И третья команда у нас уже без Зефи получается. Тут суть команды вообще в чем? Мы играем, получается, можно сказать, в одного ДДшника. Это у нас Гуинаир, но основная. Мы никакую не сопру, ничего даем, собираем ее прям максимально, как можем, в урон. Берем талант на подхил, чтобы более-менее хорошо жила. И, в принципе, все. Настя у нас на подсосе. Перчатку и вообще пришлось на защиту ставить. Ну и, в принципе, она за счет этого живет. Защита, сама отхил. То этого мы одеваем в сет путника. Его особо не трогают, он живет, в принципе, за счет того, что ульта Торина подхиливает, поэтому ему здесь особо ничего не надо. Живет до конца. И Тамара. Тамара у нас на заливке с рогами, точность и обязательно много сапры, чтобы ни в коем случае ей не порезали ульту. Ну и на всякий случай, кстати, вот эту перчатку еще поставил. Работает она так себе, но все равно. Ей, в принципе, по мификам не принципиально, что ставить. И Торин. В этом сете рог, максимум ускорения, чтобы попадал цикл. Вот у меня даже более чем достаточно. Тайминги я использую вот такие. Да, тут может показаться странным, но именно вот так я их делаю. Получается, Торин ультует прямо перед ультой Альфанарсия, дает невосприимчивость к ослаблениям на Гуинавивр, и получается весь урон идет, можно сказать, от нее. И, соответственно, Тамара не дает боссу кидать на себя усиление защиты. Вот можете даже урон сравнить, в принципе, сколько ДПС вносит Гуинавивр и все остальные, потому что играем просто через ее одну. Никакую сопру, все, ничего не даем. Никакие характеристики не теряем. Вот, собственно, Настенка у нас даже, ну, штраф атаки, понятное дело, что она ловит, потому что я ей тоже никакую сопру не давал, потому что я столько здесь ее не дам. Если мы Торина оденем в сопру, чтобы он еще и как бы ее раздавал и пытался отхилить, то мы просто все умрем. Пытался менять местами, допустим, если через Настенку играть, то Гуинавивр без артефакта, без пробуд, под штрафом атаки дамажит все равно больше, чем Настя под Торином. Поэтому вот как-то так. Ну и, собственно, вот так вот у нас бой проходит. В принципе, на этом все. Все команды разобрали. У кого какие вопросы есть, пишите в комментариях либо в телеграм-канале. Коды команд будут в описании. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.